Криптоэнтузиасты, иксы вам в хату и новый день тоже вам в хату. Ну что, давайте посмотрим, что у нас на криптовалюте. Посмотрим ваши комментарии, что там у нас творится. Биток 0,4%, эфириум минус 1%. Минус 1. Это просто капец. Ну каждый день одно и то же самое. А почему каждый день одно и то же самое? Мы можем это увидеть по доминации биткоина. Доминация биткоина нам показывает то, что мы просто стоим в боковом флайте. Все. Никаких особых интересных изменений нету для инвесторов. Ну, конечно, если вы там трейдер, скальпер, то это идеальная зона для того, чтобы потрейдить. Но, в принципе, что? Стоим мы длительный период времени. Сколько мы здесь стоим? Получается, мы уже здесь стоим с учетом сегодня 52 дня. По истории было так, что в 2021 году, когда доминация биткоина поставила свой хай, мы стояли 90 дней. Будем ли мы еще стоять 38 дней, непонятно. А 38 дней это чуть более 1 месяца. Вот, здесь мы тоже стояли 90 дней. Если мы вот так вот все это дело проведем от халвинга битка и до начала снижения, вернее, до начала падения, у нас прошло 330 дней, а от самого пика, давайте-ка мы посмотрим, где у нас был пик. Вот он пик. Оп. И до падения у нас прошло ровно 90 дней. 3 месяца, можно так сказать. Здесь у нас 330 дней. Ну, давайте мы померяем 330 дней. Есть ли у нас здесь 330 дней? 322 дня, смотрите, 322 дня, 330 дней, это уже было 15 марта. Мы уже простояли намного дольше, чем 2021 года в боковике. Но мы еще не простояли 90 дней от пика, который был поставлен у нас 3 февраля. Был ли он 3 февраля поставлен, только будет знать история. Может быть такое, что цикл у нас растягивается и на данный момент немножко затягивают с падением доминации. Что у нас еще интересного? Давайте мы посмотрим, что у нас тут еще интересного. Что у нас тут еще интересного? Здесь у нас была одна капитуляция, вторая капитуляция. Ну и тут уже нападение было. Здесь у нас тоже была капитуляция. Что у нас еще интересного? Давайте мы посмотрим, что у нас теперь творится. Что у нас буквально вот недавно было. А недавно у нас была капитуляция. Есть у нас сигнал на капитуляцию. Может быть такое, что здесь уже большинство участников рынка капитулирует. И в скором будущем мы с вами увидим какое-то интересное движение по рынку. В принципе, доминация биткоина стоит в боковике. Где-то примерно... Я рассчитывал, что мы будем начинать падать до 20 марта. Это было все у нас по временному интервалу, по циклам. Но видно, что в этом цикле у нас цикл изменился. И мы не видим того самого интересного падения. Но после пика у нас есть еще один момент. После поставленного пика у нас должно пройти 90 дней. А 90 дней это будет 4 мая. Вот что. 4 мая. Посмотрим с вами, понаблюдаем. Был здесь у нас нисходящий канал. Доминация биткоина пробила данный нисходящий канал и здесь закрепляется. Так что на данный момент нисходящий канал у нас уже остается не актуальный. Его можно, конечно же, убрать. Но здесь остается теперь у нас актуальность то, что мы можем уйти на перехай. Вот что. Будем, конечно же, за этим пристально наблюдать. Дальше, капитализация 2 триллиона 860 миллиардов долларов. Туда-сюда, вот так вот мурыжат. Напоминает мне 2024 год. Ну реально вот так вот туда-сюда мурыжение. BNB 625 долларов показывает силу. Solana 139 откорректировалась. Также у нас были интересные откупы на монетки Pepe. Pepe у нас тоже отскочила довольно-таки неплохо. Практически на 50% с момента своего падения. Ну, там 50, 40 где-то так она отскочила. Также давайте посмотрим комментарии. LDO, глянь, плиз. Ну, Надежда, а что? Апрель, потом будем ждать май, потом июнь, хулина. Да, конечно, а что? Оно ж кушать не просит. Купил себе и жди. Оно кушать не просит.
Если ты инвестор, прикупил, положил на кошелек или на бирже, хранишь, все, дальше кушать не просит, не парься. Так, ЛДО посмотрим. Лидофинанс. Давай посмотрим ЛДО. Может там какие-то интересные сигналы есть. ЛДО. ЛДО. Тут у нас инвесторы есть. 20 инвесторов. A16Z. Paradigm, Coinbase Ventures, Jump Trading. Кстати, в телеграм-канале я писал, у нас скоро будет делистинг ряд активов на бирже BinX. Также будет листинг на бирже Coinbase, тоже ряд активов. И это как раз выходная ликвидность. Дальше, вестинг, инвестиции. Давайте посмотрим по инвестициям. 1x и все. На Суи, вчера мы рассматривали Суи, там просто огромнейшие иксы. Я сам даже этого не ожидал. Просто огромные иксы. Так. ЛДО. В принципе, на данный момент мы находимся в таком вот боковике. Здесь есть маленький блок уже накопления. Огромнейший блок сопротивления есть. И это с $1,5. Это, конечно же, не радует. Тут у нас большие объемы на продажу были желтые. Здесь тоже огромные объемы были на продажу. Кто-то это дело откупал. Ну и в итоге мы спустились вниз восходящего канала. Есть у нас индикатор на покупку. Также был вот здесь вот индикатор 14 октября. Сигнал, вернее. Не индикатор, а сигнал, извиняюсь. Сигнал на покупку. Вот здесь вот был 14 октября. И у нас было бэби-бум движение. Вплоть там на 130%. Ну, в принципе, все. Я думаю, что в этом цикле не будет уже таких колоссальнейших иксов. Там 100, 1000 иксов. Просто-напросто навряд ли такое будет. Если мы по каким-то активам увидим 10 иксов, то это будет просто шикарно. Мы видим то, что цикл вообще конкретно поменялся. Нету того, конечно же, движения, которое было в 2021 году, в 2017 году. Так, будильник. Я считаю, что это, наверное, была все-таки прикормка по поводу таких иксов. Если, допустим, взять тот самый биткоин, который давал колоссальнейшие иксы в 2013 году, и пускай еще в 2017 году, то в 2021 году уже так биток не показал такие сильнейшие иксы, и это была прикормка для холдеров битка. А в 2021 году показали сильнейшие иксы альткоины, и это уже прикормка для дальнейших, конечно же, инвесторов. Вот мы с вами это и попали. Хамаха выпустил видео, говорит, что нужно с рынка выходить. Дальше только падение. Да, есть вероятность то, что мы будем падать на медвежку, но мы не видели альт-сезона. Вот что, мы не видели альт-сезона. Был небольшой альт-сезон у нас в марте и небольшой в декабре. В декабре мы даже не пришли к значениям марта по некоторым активам. Вот что. И здесь страшно. Здесь страшно. Индекс страхожадности нам показывает страх, потому как если мы уйдем на медвежку, вообще неизвестно, что будет с портфелем. И притом Хамаха говорит, типа, нужно покидать рынок. Да вообще даже нету никаких колоссальнейших иксов, и уже есть намеки на то, что нужно покидать рынок. Ну что это за нонсенс? Зачем этот рынок тогда нужен, если он не показывает иксы? Вот что. И здесь, конечно же, да. Мы видим, что нету тех иксов. Нету. История совсем уже не повторяется, как было когда-то. Я думаю, что было это прикормка. Тут так, если ты видишь 2 икса, уже нужно забирать средства и уходить. Дальше. Он сидит в шортах и говорит то, что хочет видеть. А так фиг его знает, или вверх, или вниз. Но это в принципе про Хамаху. Отскок. Может и отскок. Так. Уважаемый автор, как давно вы в рынке и как думаете, может быть такое, что не будет того самого ожидаемого альт-сезона? Почему на рынке такие приятные цены, если все знают, что оно будет расти? Как вы на это смотрите? Ну, я это говорил, в рынке я уже 4 года.
Вот уже 4 года. И считаю, что, по всей видимости, ну, такого уже навряд ли будет, как в 2021 году. Это была прикормка. И сейчас мы видим то, что, ну, не хотят давать иксы. Все. Не хотят давать иксы. Но мы будем надеяться, потому как мы криптоэнтузиасты, мы будем думать то, что все будет у нас хорошо. Дадут нам иксы. Кто такой Хамаха? Это трейдер. Ну, знаменитый трейдер. И он сейчас находится на Манхэттене. И в принципе что? Он известный, как дает реверсные сигналы. Если он говорит, что нужно лонговать, значит нужно шортить. Если он говорит, что нужно шортить, значит нужно лонговать. В принципе, вот так вот. Он давно участвует в рынке, можно так сказать, еще где-то там с 2015 года, по всей видимости. Я смотрел его историю. Также интересный момент, давайте посмотрим. У нас М2, глобальная ликвидность начала двигаться вверх. Может быть такое, что будет движение М2 и будет тот самый незабываемый булран. Что мы можем увидеть? Давайте-ка мы посмотрим. Что мы можем увидеть? То, что в 2020 году, вот у нас январь-февраль, смотрим. У нас глобальная денежная масса росла постоянно. Смотрите, какой рост. С 99 года просто капец. Растет, растет. С 80 года у нас здесь график. Мы растем постоянно. Здесь интересный момент был. Вот. Мы уходили на коррекцию с вами. Вот мы уходим на коррекцию. Декабрь 2019 года. Уходим на коррекцию. Февраль 2020 года. И здесь включают печатный станок. 2020 год, когда был коронавирус. Коронадамп. И мы потом поперли. По всей видимости, мы не пробивали хаи. Здесь вот ушли на коррекцию. И потом пошли вверх. Сейчас здесь аналогичная ситуация. Денежная масса у нас падала. Мы подобрались к хаям. На хаях мы были в 2022 году. Сейчас мы подобрались к хаям. Мы увидели тоже коррекцию. Здесь вот небольшую. Это вот коррекция с января. Ну, с декабря даже, можно так сказать. Вот. И возвращаемся. Этот месяц у нас как раз возвращаемся мы. 17 февраля. Это у нас тут недельный график получается. Да, недельный график. И вот эта неделя мы возвращаемся к своим хаям. Вот у нас хаи были поставлены буквально в январе, в середине декабря. Также мы идем к хаям апреля 2022 года. У нас здесь направление уже восходящее. И может быть такое, что мы в дальнейшем пробьем вот эти вот хаи по денежной массе и пойдем вверх. Как раз где-то там пускай до середины 2026 года. Да? И это будет триггером для того, чтобы увидеть булран и рост криптоактивов. В принципе, вот так вот. Расскажи о тоновских токенах, Hamster, Dogi и прочее. Ну, у меня есть Notcoin, я держу. Hamster Combat чуть-чуть есть, то, что я натапал. И еще был чуть-чуть прикупил там. Потому как то, что я тапал, я нормально тапал. Они раздали вообще ерунду, там что-то на $20. Потом в моменте она просела, эта монета, и продать ее невозможно было. Смотри, интересно, YouTube подгоняет, короче говоря, комментарии. Давай я тебе вот такой коммент оставлю. Это из камеры, короче. Hamster Combat я был немножко прикупил, так держу. Notcoin тоже держу, а вот Dogi я скинул. Но они тоже нормально Dogi раздали. Я считаю, что там вообще никаких усилий не было. Думаю, да скинуть его, зачем он мне нужен? Я его скинул, перевел в самоед монетку. Дальше. Так, Хамаха не знаю, кто такой, но Пепе закотлетить я бы сделал. Вчера Пепу я, конечно, взял. Смотрите, вчера на проливе, на вот этом, котором уже остановилось у нас падение, я взял немного Пепу. Пускай себе будет. С целью спекуляции 2 икса. Закотлетить я бы сделал это. Сейчас последний шанс взять этот ценный камень. Это не камень, это глыба.
это ценнейшая глыба на крипторынке. Я считаю, что Pepe в дальнейшем будет как Shiba Inu, например. Они потом могут в дальнейшем вообще построить свой блокчейн. Хоть это и мемкоин, но мемкоины, они довольно-таки неплохо показывают себя. Конечно, не те, которые там на Solana, допустим. Ну, Pepe, я уверен, что там будет движение хорошее. Привет, а ты можешь на каком месте в топ-100 монет была Solana до дампа, про который ты рассказывал в видео? Наверное, в топ-200 заходила. Ты имеешь в виду дампа какого? Корона дампа или дампа в 22 году, когда FTX скамилась? Что за сигнал? Можно поподробнее. Ну что за сигнал? Сигнал на HashRibbon. Он говорит о том, что нужно покупать. Давайте посмотрим по поводу сигнала. Так, LDO. Сигнал тоже есть на покупку. Дальше. Давайте мы посмотрим на биток. Самый важный показатель — это рассматривать, конечно же, биток на крипторынке, потому как он двигает всем крипторынком. То, что, конечно, медвежье настроение, это такое. Но я буду продолжать удерживать позиции, потому как считаю, что это не пик бычьего рынка. Пускай себе там некоторые люди смеются, я буду идти к своим целям. Нисходящий клин. Мы здесь пробили нисходящий клин. Или даже, может, еще даже его не пробили. Можно его вот так вот корректировать на недельке. Это я ее на дневке ставил. На дневке видно, что у нас здесь нисходящий клин есть. Мы стремимся вверх. Может быть такое, что у нас будет. Да, здесь есть пробитие, сейчас идет закреп. Также мы видим сигнал на покупку на дневке. HashRibbon нам говорит о том, что нужно покупать. И это первый раз за весь период времени, вплоть из октября 2024 года. Здесь тоже был сигнал на покупку, нужно покупать. Тоже был сигнал на покупку летом, в июле, нужно покупать. Дальше, последний раз сигнал, когда у нас был на дневке, это август 2023 года. И дно, можно так сказать, крипторынка. Декабрь 2022 года. Нужно покупать. Вот, в принципе, вот так вот. За всю историю, пока что на дневке, данный индикатор нам показал 1, 2, 3, 4, 5 сигналов. 5 сигналов. Давайте посмотрим на прошлой истории медвежки. Что у нас было? Сколько здесь было сигналов? Вот у нас дно. 1, 2, 3, 4, 5. Вот был 5-й сигнал, что нужно покупать. И это было как раз у нас, смотрите, тоже вершина. Мы прошли хай. Здесь у нас тоже все говорили то, что уже рынок завершил свое движение. И был 6-й сигнал, когда у нас был китайский запрет. Вот. Так что у нас здесь тоже 5 сигналов произошло. 6-го пока не было. Может быть такое, что в этом цикле тоже будет 6 сигналов. Посмотрим, понаблюдаем. По поводу Solana. Давайте посмотрим Solana. Так много комментариев понаписывали. Просто трэш. Где отскок-то? Ну, где-то рядом. Где-то рядом отскок. Не волнуйся, будет отскок. Где-то рядом. Здесь на рынке быстро все не происходит. Уже все. Так, фляга свистит. Да, свистит у нас фляга. У нас всех фляги свистят. Тут еще кто-то писал за какую-то монетку. LDO мы посмотрели. Отскок будет, если биток пойдет до 100к и пойдет вниз. Вот это отскок дохлой кошки называется. Но если мы пробьем 100к и уйдем выше, то будет продолжение бычки до осени. Также, давайте посмотрим Solana. Здесь человек написал по поводу Solana. Так, Pepe. По поводу Pepe. Давайте мы посмотрим Pepe. Pepe я вчера приобрел. Вот, блин, даже не вчера, я часть взял позавчера. И вчера тоже чуть-чуть взял. Уже когда она начала корректироваться. Pepe чисто взял с целью спекуляции на 2 икса. Вот здесь вот на коррекции, на вот этой вот свечке, я был еще чуть-чуть приобрел Pepe. На коррекции. Что по поводу Pepe? За всю историю, смотрим, за всю историю Pepe после листинга на Binance HashRibbon показал
3 сигнала. Первый сигнал был у нас вот здесь вот, как раз когда я покупал. Это был август 2023 года, но я покупал в октябре. Вот здесь вот на донышке. До сих пор удерживаю. Второй сигнал у нас был летом, в июле. Вот. В июле на вот этом вот проливе сигнал засветился, пепу нужно покупать. Спустя какой-то период времени мы увидели рост. И сейчас у нас тоже сигнал на покупку. Здесь у нас после сигнала на покупку прошло буквально 196 дней, и мы увидели рост. Здесь у нас после сигнала на покупку прошло у нас здесь после сигнала на покупку 90 дней, и мы увидели рост. Может быть такое, что здесь тоже у нас примерно 90 дней, и мы увидим рост. Или 70 дней. Вот красную метку я поставил примерно 20 мая. Но, в принципе, у меня есть старые активы Пепы, которые я удерживаю с 23 года. Но еще здесь решил спекулятивно поучаствовать. Пепа уже и так хороший отскок показала. У нас здесь, смотрите, уже 50% движения было, даже 65-70. Но я все равно думаю, что Пепа может достигнуть диапазона 4.0-14 центов. Примерно вот сюда, вот на отскок, я думаю, продать спекулятивную сделку на X2. В принципе, по поводу Пепы. Пепа, да, хороший. Фундамент уже не работает в рынке. Но Shiba Inu, например, показывает то, что это фундаментальный мемкоин. Сильно не укатывается, стоит себе. Там они запилили свой движок, короче говоря, и работает то, что надо. Также, сначала посмотри, какая комиссия. Но опять же, это YouTube, короче, подгоняет ответы вот этим скамерам. Так, давайте посмотрим Solana. Привет, а ты можешь на каком месте в топ-100 монет была Solana? До пампа, про который ты рассказывал в видео. А, ты имеешь в виду до пампа. Я, уже вообще только проснулся. А я думал до дампа. До пампа, давай посмотрим. Суи, давай посмотрим. Solana на данный момент на 6-м месте. Суи у нас на 17 месте. Смотрим. До пампа, того самого пампа, у нас Solana стоила в диапазоне там 10 что-то 15 долларов. Это у нас 21 год. 13, 17, 18, 21. Смотрим, 21 год, допустим, у нас в 2020 году была коррекция, так? Это было как раз, допустим, январь, 10-3 января. Посмотрим, где у нас была Solana в тот момент. У нас на первом месте был Bitok, Ethereum, Tether, Litecoin занимал 4 место, XRP 5. Polkadot 6, Bitcoin Cash, Cardano, Binance Coin, BNB 9 место, Chainlink, Solana. EOS 15 место. Сейчас уже EOS уходит в небытие. Это у нас вообще самый такой максимальный актив, который собрал большое количество эфириумов за ICO. А сейчас EOS просто соскамился. Вы себе представляете? EOS на 15 месте. Такое огромное количество эфира они собрали за... Говорили, что это будущее, туда-сюда. А что мы сейчас видим? Ребрендинг, а дальше там еще будет какой-то делистинг, например. XM, смотрите, Solana здесь даже и вообще Космос 27 место. Даже и не попахивает этой Solana. А где же она? Луна 62 место вообще. Pax Gold. Так, а где же Solana? Вот, 112 место, смотрите. Solana 112 место, просто трэш, да? Она даже в топ-100 не входила. И это было до того самого полномасштабного альт-сезона. Это был январь 2021 года. А потом с февраля 2021 года у нас знатно начала падать доминация биткоина, и Solana начала расти. Вот. У нас вот здесь вот, смотрим, 2020 год и февраль
Вот, смотрите, 10 января 2021 года. Вот, до падения доминации биткоина Solana даже не входила в топ-100 CoinMarketCap. После падения мы увидели уже, конечно же, булран, тот самый по альткоинам, и Solana полетела просто вверх. Просто вверх. Дальше. Смотрим. Дальше давайте мы посмотрим. 21 год. Смотрим, допустим, апрель, да, 25 апреля 2021 года. Уже истинный тот самый булран, когда все у нас было на хаях. Биток, эфир первое место. Ой, ну да, первое место среди альткоинов. Биток, потом эфириум, потом BNB на третьем месте. BNB подвинула XRP, Cardano подвинула, Dogecoin, Polkadot вообще улетел где-то вообще непонятно куда на 8 место, да. Думалось бы, что Polkadot типа занимает там какое-то 3 или 4 место, а когда будет булран, то Polkadot займет место эфириума, да, а в итоге видим обратное, Polkadot падает. Uniswap, Litecoin посунулся тоже по капитализации, и Solana приходит на 13 место, вы себе представляете? Может быть такое, что и Sui в этом цикле у нас займет то самое интересное место. EOS посунулся вообще на 27 место. А что у нас по Sui? Допустим, она вышла в 23 году. 23 год. Сентябрь, да? Возьмем сентябрь. 17 сентября. Биток, эфириум, тезер, BNB, XRP. Dogecoin пришел, Ада Cardano, Тон, Solana на 10 месте. $18 Solana, прикиньте, я еще тогда покупал. Трон, Polkadot 13, Litecoin. Смотрим Sui, где же Sui находится у нас? Уже 86 место прошли мы, а Sui даже здесь и нету. SafePal. Chia на 111 месте, скам. Самый натуральный скам с Лё Сатоши. Уже $12 он там по 200 баксов покупал. Говорил, что у него бесплатные монеты. Теперь у него опять там иксы. Короче, такую бредятину несет. Так, Sui. Здесь ее что-то даже и не видно. Sui тоже раздавали монетки. Кошелек пилишь свой, тестишь ихнюю сеть. Кстати, у меня есть кошелек Sui, нужно посмотреть, может там монеты завалялись, может раздали. Baby Doge 230 место. Странно. Sui вышла летом, монетка. Я ее покупал летом. А в CoinMarketCap ее что-то не видать. Сотти. Была когда-то у меня такая монета Сотти. Давайте посмотрим. Давайте-ка мы посмотрим. Где-то ноябрь. 26 ноября 23 года. Может, я пропустил Sui? Litecoin, Космос. Aptos на 35 месте, NIR на 36. Где-то здесь, наверное, Sui есть. Axie, Flow, Tezos. Такое большое количество монет, но это просто, они, ну, ни для чего они не нужны. По факту используем Binance, BNB, Эфир, Sui, 77 место. Пару блокчейнов используется, все остальное, ну, Blur, монета Blur, где она используется, кто знает. Gala монета, где она используется. Mina протокола, где она используется. Это просто трэш. Это просто трэш. Да. В принципе, может быть такое, что действительно Sui покажет хороший результат. Давайте посмотрим Sui, что нам показывает Sui на данный момент. Какие сигналы. Ну, явно на покупку, потому как сейчас у нас коррекция закончилась на биткоине. И вроде бы как все у нас хочет расти. Sui у нас тоже
показала рост. Сегодня рост есть, вчера был рост, у нас есть сигнал на покупку. Был тоже сигнал на покупку 20 февраля, но здесь он, получается, был ложный. Также у нас был здесь вот сигнал на покупку, но тоже у нас был он как будто бы ложный, потом произошла коррекция и дальше рост. И еще был один сигнал на покупку вот здесь вот, когда мы отрисовали вот это вот донышко. Вот. Суи я покупал еще с момента листинга. Вот тут вот. Покупал, частично набирал. Здесь вот на донышке набирал. Какую-то часть я был продавал. Дальше я удерживаю. Посмотрим, что у нас дальше будет. Мало ли, может будет такое движение, как на Солане. Здесь у нас скользяшки уже развернулись. Сигнал есть на покупку. Может быть, у нас будет уже восходящее движение. В принципе, вот так вот. Ожидаем падения доминации биткоина, потому как по истории видно то, что Solana при пиках своих доминации биткоина было где-то там ниже, чем топ-100 на крипторынке. Как только упала доминация биткоина, был булран и было то же самое интересное движение. Доминация биткоина у нас находится практически на своих хаях в этом цикле, и откат здесь будет неизбежный, только через какое-то мурыжение. Капитуляцию уже здесь рисует. На индикаторе видно то, что здесь происходит капитуляция. Даже засветился сигнал капитуляция. 16 марта капитуляция. Большинство участников крипторынка капитулируют. 10 марта большинство участников покидали крипторынок. Это, конечно же, нам на руку, долгосрочным холдерам. В принципе, вот так вот. Будем наблюдать, будем смотреть. Какие у вас есть интересные мысли, пишите в комментариях под видео. Я, конечно же, продолжаю удерживать свои позиции, ничего не сливал. Вот недавно прикупил Пепу, посмотрим, что у нас там будет. Также, кроме Пепы, я еще взял Baby Doge. Пускай будет. И что мы здесь видим? Мы здесь видим вроде бы как формирует разворот, как это было летом. Но для того, чтобы увидеть полноценный разворот, нам нужно пробить 90к баксов. Пробить 90к баксов и закрепиться. Посмотрим, что нам подвезут в апреле месяце. А пока мне что нужно набираться терпения. Да, конечно же, очень сложно. У меня самого уже нету терпения. Я уже 4 года нахожусь в рынке. Повидал большое количество разных вот этих вот сливов. Что только я не повидал. Но мы не видим того самого истинного булрана. И не видим его потому, как доминация биткоина еще не падала. Вот что. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба. Всем пока. До связи.